Когда Дмитрий вернулся домой раньше обычного, он и представить не мог, что этот день изменит всю его жизнь. Работа в архитектурном бюро была прервана из-за аварии на линии электропередач, и он решил сделать сюрприз жене, Марине. Они жили в просторном доме на окраине города, и Дмитрий не стал предупреждать ее о своем возвращении, надеясь застать жену за привычными делами по хозяйству. Но сюрприз ожидал его самого. Открыв дверь спальни, он замер на пороге. В полумраке комнаты он увидел Марину, лежащую на боку с приподнятой до ребер футболкой. Рядом с ней их овчарка Ральф, медленно и настойчиво, вылизывающий один и тот же участок на ее животе. Дмитрий остолбенел, не веря своим глазам. Комната была наполнена странной тишиной, только тихое похрустывание собачьего языка нарушало покой. Марина спокойно повернула голову, словно его появление не было для нее неожиданностью. Она опустила футболку и сказала, что просто отдыхает, а Ральф часто так делает, когда чувствует, что ей нехорошо. Дмитрий не стал спорить, не знал, что ответить. Он вышел из комнаты, ощущая тревожное давление в груди. В последующие дни поведение Ральфа стало все более настораживающим. Он буквально не отходил от Марины, ложился у ее кровати, сидел у двери, когда она закрывалась в ванной, следовал за ней по пятам. Он даже ел только в ее присутствии и при этом совершенно не реагировал на Дмитрия, избегал его взгляда, не подходил, не вилял хвостом. Однажды утром Дмитрий проснулся раньше обычного и, проходя по коридору, заметил приоткрытую дверь в гостиную. Ральф лежал на ковре рядом с креслом, в котором Марина обычно любила читать. Она еще спала, но пес даже в ее отсутствие занимал привычное место. Его взгляд был настороженным и осмысленным, будто он ждал, когда она появится. Дмитрий стал чувствовать себя лишним в собственном доме. Он пытался разрядить атмосферу, за ужином с легкой иронией заметил, что Ральф стал чересчур навязчивым. Но Марина, не поднимая глаз от тарелки, холодно ответила: «Он просто чуткий. Может, чувствует перемены в погоде, или у меня настроение плохое». С каждым днем Ральф все больше напоминал не домашнего любимца, а охранника. Он ложился на диван, прижимаясь к Марине, загораживал ей дорогу, когда она шла на кухню, вставал вместе с ней ночью, если она поднималась попить воды. Дмитрий начал чувствовать себя чужим. Ральф будто защищал Марину от него самого. Тогда Дмитрий предложил Марине съездить на пару дней в деревню, к озеру, вдвоем, без лишних забот. Но она сразу же отказалась. Ральф не выдержит. В прошлый раз он заболел, не ел, скулил все время. Дмитрий предложил оставить собаку у своей двоюродной сестры. Та давно хотела взять животное к себе хотя бы на время, но Марина была непреклонна. Если ехать, то только вместе. Тем же вечером, вернувшись из душа, Дмитрий застал Ральфа, лежащего на его месте в постели. Марина сидела с ноутбуком, будто так и должно быть. Дмитрий указал на собаку, ожидая, что жена прогонит его, но она лишь спокойно сказала: «У меня болит живот. Ральф всегда рядом, когда мне нехорошо. Он меня успокаивает». В ту ночь Дмитрий почти не сомкнул глаз. Рядом с ним лежала Марина, между ними Ральф. И под утро он снова увидел, как пес медленно и внимательно вылизывает тот же участок на животе Марины. Всегда одно и то же место. Он действовал осторожно, будто знал, куда можно прикасаться. На следующий день Дмитрий не выдержал. Он переселил Ральфа в отдельную комнату, бывший кабинет. Поставил там мягкую подстилку, миски с водой и едой, положил игрушки. Он не хотел, чтобы это выглядело как наказание, но чувствовал, что им необходимо расстояние. Ральф сначала скулил, царапал дверь, потом стих. Он стал вялым, перестал проявлять интерес к еде и к прогулкам. Даже на улице он шел медленно, с опущенной головой.
Дмитрий заметил, что пес всю ночь сидел у закрытой двери, не ложась спать. Через несколько дней Ральф отказался от пищи окончательно. Дмитрий отвез его в ветеринарную клинику в соседнем районе. Врач осмотрел собаку и сказал, что у него сильное истощение и стресс. Дмитрий рассказал врачу о странном поведении Ральфа, о том, как он постоянно облизывал живот Марины. И, к его удивлению, ветеринар не стал смеяться. Он задумался и сказал: «Собаки чувствуют гораздо больше, чем мы привыкли думать. Их обоняние и восприятие мира намного тоньше человеческого. Они улавливают малейшие изменения в организме хозяина, такие, которые мы сами не замечаем. Это может быть связано с гормональными сдвигами, воспалениями или внутренними процессами, еще не проявившимися внешне. Известны случаи, когда собаки первыми замечали развитие онкологических заболеваний, реагируя на запах, недоступный человеку. Особенно если животное начинает навязчиво вылизывать одно и то же место или вести себя необычно. Я бы на вашем месте убедительно порекомендовал вашей жене пройти обследование именно той области, на которую реагирует собака. Возможно, это совпадение, но лучше знать наверняка. Дмитрий вернулся домой с тяжелым сердцем. Он пересказал Марине слова ветеринара. Она сначала отреагировала холодно. «Ты серьезно? Диагноз от собаки?» Но уже на следующий день она записалась в клинику, чтобы исключить всякую чепуху. Результаты анализов показали небольшое новообразование в области яичника. Дополнительные обследования подтвердили опухоль на ранней стадии. Врач сказал, что они обратились вовремя. Операция была назначена быстро. Прогноз оказался благоприятным. После операции Марина восстанавливалась дома. Ральф снова спал у ее ног, но больше не лизал ее живот. Он просто был рядом, словно понимал, что тревога позади. Дмитрий смотрел на него уже иначе, не с раздражением и тревогой, а с благодарностью. Теперь он понял, Ральф был не просто питомцем, он был хранителем, ангелом в теле собаки. Дорогие зрители, а вы верите, что животные способны чувствовать то, что скрыто от человеческого глаза? Напишите об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.